Ты не обязан быть тем, кем заставило тебя стать прошлое. Это не философия и не поэтический образ, это наблюдение, подтвержденное внутренним опытом тысяч людей. Прошлое живет не во времени, а в сознании. Когда ты вспоминаешь событие, ты не просто поднимаешь его из архива. Ты заново его переживаешь, и это означает, что ты снова формируешь его внутри себя. Невилл Годдард называл это перепросмотром, актом осознанного переосмысления прошлого с целью изменить его последствия. Именно поэтому он говорил, ты можешь изменить прошлое. Не внешнее событие, а его внутренний след. А изменив след, ты меняешь свою вибрацию, свою реакцию и свое будущее. Большинство людей продолжают носить в себе старые раны, потому что считают, что с ними ничего нельзя сделать. Но это ошибка. Ты не обязан жить в соответствии с тем, что однажды испугало тебя. Ты не обязан быть верным интерпретации, которую ты создал в момент боли. Твоя реакция тогда была настоящей, но она не обязана стать твоей судьбой. Невилл говорил, воображение — это Бог. Это не метафора, а прямое указание на творческую силу, которая создает, разрушает и воссоздает все, что ты переживаешь. Когда ты мысленно возвращаешься к моменту, который оставил в тебе след, ты становишься у источника своей реальности. Именно здесь начинается настоящая трансформация. Ты не притворяешься, ты не фантазируешь, ты перепроживаешь. Ты становишься тем, кто выбирает, и это самое важное. Психология давно подтвердила, память — это не архив. Это конструкция, которая каждый раз собирается заново. Она податлива, и ты способен менять ее форму. Если ты проживешь ту же сцену из прошлого, но с новой ролью, новым отношением и новым финалом, твоя нервная система отреагирует на это, как на настоящее. Мозг не отличает реального от ярко воображаемого. Он перестраивает нейронные цепи в соответствии с образом, который ты удерживаешь. И этот образ становится твоей новой реальностью. Так работает истинная магия, не в обрядах, а в осознанной внутренней работе с переживаниями. Именно это имел в виду Годдард, когда говорил, что ты — причина. Причина не снаружи. Причина внутри, в том, как ты видишь то, что с тобой произошло. Измени взгляд, и ты изменишь исход. Это не быстрая техника. Это акт глубочайшего присутствия. Ты не просто меняешь картинку, ты меняешь свое состояние. А состояние — это фундамент будущего. Невилл учил, что каждое состояние притягивает к себе соответствующий опыт. Это не карма, это закономерность. Ты проживаешь изнутри, и мир подстраивается. Ты больше не тот, кто страдает. Ты становишься тем, кто уже исцелен. И именно это ощущение становится точкой перезапуска. Оно начинает незаметно менять твои поступки, решения, реакции. Оно строит новый сценарий, в который тебя вовлекает реальность. Но все начинается с молчания. Годдард говорил, не рассказывай никому, что ты делаешь. Мир не должен вмешиваться в то, что ты создаешь в глубине себя. Потому что сила любит тишину. Потому что момент перепросмотра — это священное пространство, где никто не имеет доступа, кроме тебя. Ты закрываешь глаза и не уходишь от мира, а возвращаешь себе власть над тем, что считал утраченной. Никто не может изменить твое прошлое. Но ты можешь, потому что прошлое не вовне. Оно в тебе. Измени его там, и оно исчезнет из твоей реальности как причина боли. Останется опыт, но без раны.
Это акт личной революции. Тихой, но глубинной. Это не методика. Это зрелость. Ты входишь внутрь. Отказываешься от роли жертвы. И заново переписываешь себя. Не потому, что хочешь убежать, а потому, что ты понял. Все, что происходит, начинается с образа. А ты и есть его автор. Ты не привязан к версии себя, которую сформировала боль. Ты не воспоминание, а сознание, которое способно выбирать. Выбирать даже то, каким было вчера. Воображение — не игра фантазии, а живая лаборатория изменения. Каждый образ, который ты удерживаешь, работает как команда для Вселенной. Невилл Годдард настаивал. Именно ощущение завершенности образа дает ему реальность. Не желание, не просьба, а полное вживание в уже свершившийся факт. Это ключ. Ты не умаляешь, ты живешь, как будто это уже так. Внутри. Полностью. Без компромиссов. Когда ты применяешь этот подход к прошлому, ты превращаешься из наблюдателя в творца. Ты не смотришь на то, что случилось, ты входишь туда как автор. Ты меняешь угол зрения. Меняешь роли. Меняешь само восприятие события. Ты уже не тот, кого бросили. Ты тот, кто осознанно завершил. Не тот, кого унизили, а тот, кто сохранил достоинство. Психика реагирует мгновенно. Ты ощущаешь тепло, ясность. Будто в теле зажегся новый свет. Это и есть изменение вибрации. А в мире форм вибрация первична. Мы не получаем то, что просим. Мы получаем то, кем стали. Вот почему Невилл говорил: ощущай то, чего ты хочешь. Как если бы это уже произошло. Он не призывал к вере вслепую. Он предлагал метод вхождения в состояние. А состояние — это корень. Мир откликается не на слово. Он откликается на то, что ты несешь в себе молча. Вот почему так важна тишина. Когда ты работаешь с внутренним образом, ты должен быть один, в полной честности. Ты не играешь в лучшую версию событий. Ты перепроживаешь ее. Словно это и есть твоя реальная биография. Ты чувствуешь ее в теле. Ты смотришь глазами нового «я». И весь организм начинает жить по другим законам. Эта практика глубже, чем кажется. Она не только перепрошивает воспоминания. Она меняет твое поле. Люди начинают иначе с тобой общаться. Ты встречаешь другие события. Принимаешь другие решения. Ты словно входишь в реальность. Где-то боль уже невозможна. Ты больше не резонируешь с ней. А значит, она больше не тянет к себе. Это и есть квантовый сдвиг, о котором так много говорят, но редко проживают. Годдард говорил: ничто не приходит извне, все проявляется изнутри. Это не просто красивая идея. Это инструкция. И если ты изменил свою внутреннюю версию прошлого, мир обязан выстроиться иначе. У него нет выбора. Он отражает тебя, не того, кем ты был, а того, кем сейчас себя ощущаешь. Вот почему ощущение завершенности — это код к двери. Это внутреннее знание. Это уже случилось. Я уже свободен. Я уже исцелен. Без просьбы. Без доказательств. Если внутри тебя нет больше нужды в повторении боли, мир перестает ее воспроизводить. Потому что боль —
это отражение непрожитого. Когда ты проживаешь заново и до конца, ты закрываешь цикл. И наступает тишина. Не пустота, а покой. И из этого покоя рождается новое настоящее. Так работает перепросмотр. Не как игра с прошлым, а как вход в новую версию себя. Ты не пытаешься изменить факты. Ты меняешь, кем ты стал из-за этих фактов. И это главное. Потому что именно это, кем ты стал, движет твоей жизнью сейчас. Именно это твоя точка притяжения. Измени ее. И все изменится. Без усилия. Без борьбы. Ты дошел до точки, где больше не нужны объяснения. Ты перестаешь спорить с реальностью. Ты знаешь, что она отражает тебя. Ты видишь, как тонко мир повторяет твои убеждения. И больше не хочешь быть пленником образа, который не выбирал. Это и есть зрелость. Не сопротивление, не борьба, а молчаливое переписывание кода изнутри. Невилл Годдард говорил: «Оставь внешний мир в покое. Измени внутренний, и внешний последует за ним». Ты больше не нуждаешься в том, чтобы кто-то поверил в твой путь. Ты сам свидетель происходящего. Ты входишь в событие, которое было болью, и проживаешь его по-другому. Не с позиции жертвы, а с позиции источника. Ты не убеждаешь себя. Ты чувствуешь. И это чувство становится новой основой. Теперь ты не тот, кто ищет. Ты тот, кто уже. Это состояние. Не реакция, а отправная точка. Сила больше не в будущем. Она в тебе. И ты выбираешь не говорить об этом. Ты сохраняешь тишину. Потому что в тишине энергия не рассеивается. В ней она растет. Годдард предупреждал: не делись тем, что еще формируется. Пусть реальность догонит твою внутреннюю работу. Мир не должен знать, что ты переписал свое прошлое. Он сам начнет реагировать на это. Люди будут ощущать перемену, не зная, откуда она. Ты начнешь слышать: ты изменился. Но ты не менялся. Ты просто вспомнил, кем ты был до того, как поверил в чужую версию себя. Ты вернулся в истину. Тишина — это не отказ от мира. Это акт внутреннего доверия. Ты больше не доказываешь. Ты не споришь с болью. Ты благодаришь ее и отпускаешь. Ты больше не нуждаешься в повторении. Ты закрыл урок. Ты вынес знания. А теперь живешь дальше. Именно поэтому молчание — самая сильная форма действия. Твоя энергия больше не течет наружу. Она кристаллизуется внутри. И все, что тебе нужно, начинает само находить тебя. Без давления. Без суеты. Без борьбы. Это и есть магнетизм. Ни визуализации, ни цели, а внутреннее чистое присутствие. Когда в тебе нет конфликта, мир перестает отражать войну. Когда ты спокоен, события становятся мягкими. Когда ты в любви, люди откликаются на нее без слов. И тебе больше не нужно делать что-то. Ты просто есть. И этого достаточно. Все начинает двигаться вокруг тебя. Годдард говорил: ты центр. Твоя задача — ощутить то, что ты хочешь, как уже существующее. Ты уже сделал это.
Ты переписал внутренний фильм. Ты отредактировал свою точку входа в реальность. Ты очистил раму. Ты обновил проектор. Теперь просто наблюдай. Не вмешивайся. Не торопи. Мир не опаздывает. Он точно и аккуратно начнет перестраиваться под новое «я». И ты будешь знать, это сработало. Потому что боль уйдет. Потому что вместо напряжения появится ощущение покоя. И даже если ты не увидишь сразу новых результатов, не беспокойся. Они уже в пути. Ты не сломал реальность. Ты открыл ее новую версию. Ту, в которой ты свободен.